«Человек-бензопила» — это вторая манга Тацуки Фуджимото, которая разлетелась тиражом 15 миллионов копий и собрала огромную армию поклонников. Разумеется, анонс экранизации был лишь делом времени. И вот, 14 декабря 2020 года МАППА объявила о производстве аниме, а сейчас, почти 2 года спустя, выпустила уже 3 трейлера. И последний, вышедший 5 августа, мы сегодня и разберем по косточкам. Спойлеры будут, так что если вы их боитесь, то можете смело выключать видео. А у микрофона Кудасай, и мы начинаем. Открывает трейлер сцена, в которой красноволосая девушка вместе с 2 мужчинами заходит в набитый трупами амбар. Зовут ее Макима, и она является начальницей главного героя аниме – Денджи. Фоном она рассказывает историю о демоне оружия, и логично можно предположить, что это резня его рук дело. Но читавшие мангу знают, что устроил ее Денджи в процессе, заключив контракт с демоном бензопилы и став человеком-бензопилой. Этой сценой завершается первая глава манги, и именно с нее начинается основная арка приключений Денджи в агентстве охотников на демонов. Дальше Макима подробно рассказывает об очень важном для сюжета инциденте – нападении демона оружия 13 лет назад. Вокруг этого происшествия и крутится весь основной сюжет манги, потому что главным заданием героев становится поиск кусочков демона по всей Японии, на которые он разлетелся после инцидента. На 21 секунде нам показывают жизнь Денджи с его псом-демоном по имени Пачито до резни в амбаре. Здесь видно, что у него лишь один глаз, но лишился он его давно, когда нуждался в деньгах. Заключив контракт с Пачитой, он смог вернуть себе глаз, так что дальше повязку не носит. На 25 секунде трейлера мы видим, как Макима обращается к своему руководству. В этот момент она отчитывает ему о новом песике в своих рядах, а начальство обращает внимание на важность ее отряда демонов, в который вступил Денджи. Однако речь Макимы не об этом. Девушка предлагает Денджи работать на нее или умереть. Происходит этот диалог сразу после резни, и интересен он тем, что тут главному герою предоставляют выбор – остаться человеком или стать демоном. Потому что после заключения контракта с Пачитой он стал чем-то средним. На 30-й секунде нам показывают Аки. Это тоже довольно важный персонаж в аниме, и именно он будет одним из 2 напарников главного героя в охоте на демонов. В этой сцене Аки приходит к Макиме. Именно тут она дает ему задание работать вместе с Денджи. А второй напарник появляется на 37-й секунде. Зовут ее Пауэр. И она демон крови, о чем сама и рассказывает фоном. На 41-й секунде нам показывают ее поход к демону-нетопырю, который похитил ее питомца Мяуколку. Это событие 9 главы манги, а арка демона-нетопыря является первой крупной аркой манги. В этой сцене Пауэр осознает, что привязалась к своей кошке, поэтому вдвойне забавно слышать, как она рассказывает о своем безразличии к людям и демонам. На 45-й секунде мы видим печальное детство Денджи, про которое практически ничего не известно. Но нам понятно, что это могила его отца, которого он сам и убил, но пытается стереть этот момент из памяти. На могиле Денджи познакомился с Пачитой и спас ему жизнь. А этот бег показывает образ жизни парня после произошедших событий. Ведь после смерти родителей он остался в долгах и был вынужден скитаться по улицам в поисках денег. Фоном он рассказывает о том, что просто хотел нормальной жизни, и этим раскрывается его характер. Ведь живет он действительно ради своего счастья и приземленных мечт. На 53-й секунде нам наконец демонстрируют ту самую резню в амбаре. На Денджи нападает демон-зомби, и он оказывается в шаге от смерти. В этот момент главный герой и заключает контракт с Пачитой, и уже на 63-й секунде Макима сама рассказывает об этом, а на 66-й секунде демонстрирует превращение Денджи в демона. Дальше авторы показывают битвы с различными демонами. Среди них мелькают демон-зомби и демон-пиявки, битва с которым закрывает арку демона-нетопыря. В общем,
самых важных в истории демонов нам демонстрировать не стали. На 79-й секунде нам демонстрируют силу Пауэр, исходящую из того, что она демон крови. А вот на 85-й секунде зрителям напрямую показывают Аки и то, как он пользуется контрактом, заключенным с демоном лисы. Там же он спасает Денджи от демона пиявки, что демонстрирует нам слабость Денджи, необходимость тратить кровь для поддержания демонической формы. В этой сцене он не смог создать бензопилы, так как потратил слишком много крови. Ну и заканчивается трейлер финалом битвы Денджи и демона пиявки. На самом деле в этом трейлере нам показали довольно мало, ограничившись лишь первой крупной аркой и представлением персонажей. Даже демона оружия лишь упомянули, не продемонстрировав его силу. Ждем новых трейлеров и релиза уже в октябре. Power!